Привет, с вами Паша, и это Кофеблог. Сегодня мы будем рассматривать, в чем разница между дельтором и аэропрессом. Два очень похожих девайса, но дают очень разный результат. Начнем с аэропресса. Он состоит из полой втулки, в которую мы будем заливать воду. С одной стороны она закрывается поршнем, с другой стороны у нас есть специальный ситчик, в который мы вставляем фильтры для аэропресса. Конструкция дельтора более сложная. Внутри у него находится односторонний клапан. Он позволяет разделить кофе и воду. В поршне у нас также находится специальный клапан и отверстие, через которое вода проходит из самого поршня в рабочую зону колбы. Также у нас есть сеточка, и для дельтора продаются отдельные фильтры, но при небольшом желании фильтры для аэропресса подойдут как нельзя лучше. Создатели предусмотрели мерную ложечку, но ей пользоваться не очень удобно, мы будем взвешивать все по весам. Собираем оба девайса. С дельтором никаких проблем, он собирается достаточно легко, а вот с аэропрессом пришлось помучиться. Он у меня не сильно новый и очень сильно сопротивлялся моим потугам. Поршень никак не хотел входить внутрь. Начнем мы с аэропресса. Заваривать я его буду прямым способом. Прикручиваем ситечко, ставим на весы и насыпаем ровно 14 грамм зерна. Тут важна точность. Полграмма туда, полграмма сюда, и мы достаточно просто испортим вкус напитка. Заливаем горячую воду. Ничего страшного, то что у нас немножечко пролилось в стакан. Затем этот кофе смешается с тем кофе, который мы еще не продавили. Размешиваем кофе и закрываем поршень. В колбе создается вакуум, и кофе перестает попадать в стакан. Во время продавливания мы отделяем кофейный жмых от жидкости. В стакан попадает только кофе, а все остальное остается в аэропрессе. Вы только посмотрите, какая красота. Один из самых красивых методов заваривания. Продавливаем до конца и убираем аэропресс. Приступим к дельтору. Его мы завариваем примерно так же, как и аэропресс. Сначала насыпаем кофе. Я также беру ровно 14 грамм и 200 мл воды. Благодаря тому, что в дельторе есть мембрана, кофе и вода не будет соприкасаться до того момента, пока мы не дадим давление на поршень. Это очень удобно, можно не волноваться за то, что у нас будет неравномерная экстракция, либо мы как-то неправильно начнем готовить кофе. Собираем дельтор, убираем мерную крышечку, она нам сейчас не понадобится, через отверстие сверху мы будем заливать кипяток. Воду наливаем ровно до риски 200 мл, параллельно проверяя себя по весам. После чего вытягиваем поршень и начинаем создавать давление. Отличие дельтора от аэропресса заключается как раз в том, что у нас нету долгого контакта кофе с водой, и кофе заваривается непосредственно во время прохождения воды через кофейную таблетку.
Механизм очень напоминает рабочую группу кофемашины. Этот метод заваривания также отличается достаточно коротким временем соприкосновения кофе с водой, из-за чего все время экстракции у нас составляет около 40 секунд. Это то время, за которое мы продавили все наши 200 мл воды через таблетку. Что ж, пришло время сравнить два этих напитка и понять, в чем разница. Слева у нас стоит Aeropress, справа Delta. Aeropress получился более фруктовым и сочным, в нем гораздо лучше чувствуются кислоты. Delta же получается кристально чистый во вкусе, у него лучше чувствуются сахара, но слегка не хватает кислотности. Если бы мы заваривали воронку, то в ней помимо чистоты вкуса еще присутствует яркая сочная кислотность. В Дельте кислотность есть, но, на мой взгляд, ее слегка не хватает. Пробуйте и ищите идеальный метод заваривания для себя самостоятельно.